Привет всем! Добро пожаловать на канал Listen and Read Russian. Меня зовут Елена. А меня зовут Алекс. Мы рады снова вас видеть. В прошлый раз мы разбирали два слова «идти» и «ходить». Многие люди путают эти слова. Найдите этот ролик на нашем канале. Это правда полезное видео. А сегодня у нас другой формат встречи. Мы не будем объяснять правила. Мы просто хотим поговорить, как два друга в кафе. Абсолютно верно. Сегодня тема нашего подкаста – работа. Чем люди занимаются целый день? Устраивайтесь удобнее, давайте поговорим. Итак, Елена, с чего начнем? На прошлой неделе я обедала со своей старой подругой Настей. Она работает в библиотеке. В библиотеке? Я всегда представляю библиотеку как очень тихое место. Я тоже так думала, но это не совсем так. Правда? Почему? Утром Настя помогает людям искать книги. Некоторые люди сами ничего не могут найти или не знают, что они хотят почитать. Поэтому Настя ходит вместе с ними по залу между полками и помогает выбрать книги. Это прекрасно. Хороший консультант везде на вес золота. Да, эта часть дня спокойная. Но потом в 11 часов в библиотеку приводят детей из детского сада или начальной школы на экскурсию. И что они там делают? Книжки вслух читают? Да, бывает и так. Но основная проблема в другом. Представь себе 20 детей в одной комнате. И все говорят одновременно. О, нет. Я думаю, что шум Ниагарского водопада покажется просто шепотом. Да, примерно так. А после обеда Настя помогает пожилым людям с компьютерами. Компьютеры? В библиотеке? Да, некоторые пожилые посетители никогда не пользовались компьютером. Ей приходится объяснять все шаг за шагом, очень медленно. А, значит, она не просто помогает с книгами. Она еще и учит людей. Я не так себе представляла работу библиотекаря. Я тоже, если честно. Она сказала, что самое трудное — это не книги. Самое трудное — общение с людьми. Не все готовы признать, что чего-то не знают или не умеют. А виноват в этом, конечно же, библиотекарь. Не так стоишь, не так слушаешь, не то принес. Люди часто нервничают. Я никогда не думал об этой стороне работы. Я всегда представляла библиотекаря по-другому. Мне казалось, он просто тихо сидит за столом и читает книгу. Но день Насти полон небольших проблем. Они идут друг за другом весь день. Какие проблемы? Например? Ломается принтер. Ребенок вдруг начинает плакать. Пожилой человек снова забывает пароль. Блин, сколько неожиданных вопросов. Библиотека звучит более напряженно, чем весь мой офис. А что насчет твоего друга? Ты говорил раньше, что у тебя тоже есть история. Да, есть. Мой друг Дима работает на большом складе рядом с аэропортом. А что именно он делает? Я никогда толком не понимала, чем занимаются на складе. Он комплектовщик заказов. Его работа – находить товары на полках. Потом он кладет их в коробки для доставки как можно быстрее. Похоже на очень много ходьбы по складу. Ты даже не представляешь. Он говорит, что проходит почти 15 километров за одну смену. 15 километров? За один день? Это больше, чем все мои выходные вместе взятые. А он за одну смену, да. И он начинает в 5 утра, значит, просыпается в 4. В 4 утра? Я бы так не выжила. Даже одну неделю. Он говорит, что первый час самый тяжелый. Мозг еще спит, а ноги уже должны быстро двигаться. А как он вообще знает, где что находится? Склад, наверное, огромный. У него на руке маленькое устройство. Оно показывает, куда идти, и показывает, что взять дальше. О, это немного похоже на видеоигру с картой и инструкциями. Он сам так сказал. Он говорит, что иногда день похож на веселую игру, а иногда очень тяжелый, почти невозможный. А что делает день плохим для него? Когда товар лежит не на своем месте, тогда ему приходится искать его повсюду.
О, это правда неприятно. Столько ходьбы, а результат — ноль. Это действительно неприятно. Но он сказал кое-что интересное. Он говорит, что работа скучная для ума, но очень полезная для тела. Что ты имеешь в виду? Он стал намного сильнее, чем раньше, постоянно в движении. Моя подруга Настя сказала что-то похожее, только наоборот. Что она сказала? Она сказала, что ее работа утомляет мозг. Там столько вопросов и проблем, но ей никогда не бывает скучно, ни одной минуты. Две совсем разные работы, но оба устают больше, чем кажется со стороны. Кстати, а как Настя вообще получила эту работу? Она училась где-то? Да, она училась на филолога в университете. Но сначала она вообще не планировала работать в библиотеке. Правда? А какой у нее был план? Она хотела стать учительницей. Но в тот год в нашем городе не было учительских вакансий. Значит, работа в библиотеке была для нее скорее неожиданностью. Что-то типа того. Подруга рассказала ей про открытую вакансию в библиотеке, и Настя просто подала заявку. Это было почти 8 лет назад. 8 лет. Это долго. Ей все еще нравится эта работа? Она говорит, что все меняется каждый день, поэтому ей никогда не надоедает. Каждый день приносит что-то новое. Это понятно. А вот история моего друга Димы совсем другая. Как он попал на склад? Ему очень быстро понадобились деньги. Он тогда потерял работу. В его компании были трудные времена, и его сократили. Увы, звучит не очень радостно. Так оно и было какое-то время. А склад набирал людей сразу, и обучение заняло всего 2 дня. 2 дня? Это очень быстро для новой работы. Да, ему просто показали, что и как делать, и он сразу начал работать, в первую же неделю. Он планирует остаться там надолго? Или это временная работа для него? Он пока не уверен, если честно. Он говорит, что платят неплохие деньги. Это понятно, но каждая работа не может длиться вечно. Согласен. Со стороны библиотека выглядит спокойной, а склад выглядит простым и легким. Но обе работы тяжелые, просто по-своему. Я думаю, это так для многих профессий, если честно. Мы видим только легкую часть со стороны. Можно тебя кое о чем спросить? Какую работу выбрал бы ты? Библиотеку или склад? Хороший вопрос. Думаю, я бы выбрал библиотеку. Правда? Даже с 20 шумными детьми? Даже с этим. Я не настолько силен, чтобы ходить по 15 километров каждый день. Хорошо, это я понимаю. А я бы, наверное, выбрала склад. Серьезно? Почему? Мне нравится двигаться. Сидеть весь день на месте утомляет меня больше, чем ходьба. Забавно. Мы выбрали совершенно противоположные работы. Наверное, у каждого своя идеальная работа. Хороший вывод. Ладно, давай скажем нашим зрителям о следующей теме нашего подкаста. В следующем выпуске мы разберем, как правильно поздороваться на русском языке. О да, есть масса нюансов. Это в английском hello универсальное, подходит практически всем. А вот в русском языке ситуация гораздо сложнее. Но сначала вопрос для зрителей. Напишите в комментариях, чем занимается ваш друг или член семьи. На русском, буквально пару фраз. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал, тогда вы не пропустите новые видео. А если хотите поддержать канал, ссылка есть прямо в описании. Спасибо, что провели это время с нами. Увидимся в следующий раз здесь же, на канале Listen and Read Russian. Всем пока! До скорой встречи!